Раз, раз. Проверка связи. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Меня слышно. Должно быть слышно и видно. Есть. Ура. Так, надо, наверное, картинку поставить правильно. Так, сейчас попробуем, наверное, поставить правильную картинку. Друзья, вы пока подсоединяйтесь на нашу прямую трансляцию. Так. Подозрительно такое чувство, что ничего не работает. Напишите, друзья, если вы меня видите. Напишите, друзья, если вы меня слышите. Я рад вас сегодня приветствовать в это воскресенье, как всегда. Как всегда воскресенье, но не всегда в 15:00. Ну, в общем, сегодня мы с вами здесь немного пообщаемся. Есть у нас немного времени для этого. Отвечу на практически любые вопросы. Есть нам что обсудить. Сейчас я небольшие приготовления закончу. И уже потом не будем ни на что отвлекаться. Потому что надо поделиться нашей трансляцией. Здесь есть. Все понятно. Ну ладно. Привет, Юрий, здравствуйте. Привет, Кристина, здравствуйте. Всем привет, друзья. Заходите, ставьте сразу, как зайдете, лайк. Я вижу, 12 человек всего поставили лайки. Hola, bien día, saludos. Saludos, Argentina. Джуди пишет. Hola, amigos. Desde Аргентина. Салем, салем, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, Наиля. Здравствуйте, Гульдана. Друзья, присоединяйтесь. Поговорим чуть-чуть сегодня про концерт Димаша. Поговорим про праздник. Есть мне что вам рассказать сегодня про праздник. Сегодня, как вы знаете, в Казахстане, да и во всем мире, да, наверное, празднуют День Домбры. Поэтому мы сегодня с вами об этом чуть поговорим. Также, как всегда, по воскресеньям у нас есть возможность встретиться, пообщаться. Сегодня выходной. Я вам расскажу, что будет у нас на следующей неделе. Вот, Кристина, правильно вы делаете, что сразу лайк ставите. Добрый день, Ваня, большой привет из Алматы. Бахыт пишет, большой привет вам. Мераба, Ваня, мераба, Хэди. Привет, мой друг, это большое удовольствие. Фабио, здравствуйте, очень рад вас видеть. Кстати, Фабио, my friend, do you celebrate Dombra Day today? And if you celebrate, then how do you celebrate it? Фабио Касали, это музыкант из Италии, вокалист. Прекрасный вокалист, очень интересный человек. И он делает каверы на песни Димаша. На его канале вы можете их все посмотреть. Поэтому, Фабио, приветствую тебя. Кстати, Фабио неоднократный участник наших онлайн-концертов. Мы проводили, друзья, если помните, онлайн-концерты. Так что заходите к Фабио тоже. Очень жду приезда Димаша в наш город, пишет Юрий, это в Санкт-Петербург. Мария Доктор пишет, hello, here is the Netherlands.
Happy to see you today, Maria. I was in Amsterdam 2 times. And Amsterdam is amazing city. Very beautiful, very interesting. Был в Амстердаме я 2 раза. Очень красивый, интересный город. Творчество там, мне кажется, просыпается. Такая там атмосфера. How are you? I'm good. How are you? Everything is going well. Today we have appointment with one Kazakh music star. We will have shooting for our Ivan Bek show, and tomorrow it will appear on our YouTube channel. I don't know when, but I hope that tomorrow you can see it. Завтра, друзья, на нашем канале выйдет новый выпуск Иван Бек Шоу, и у нас будет не только набор интересных новостей, интересных тем, которые мы будем сегодня обсуждать вот здесь, вот прямо в нашей студии, но также будет еще гость. Здесь, в Италии, добрый нет, скоро я поеду в посольство Казахстана в Риме, пишет Фабио. Здесь, в Италии, добрый нет, скоро поеду в посольство Казахстана в Риме. Друзья, ставьте лайки, если вы только присоединились и еще не успели их поставить. В прошлый раз мы собрали много лайков, Сейчас подождем чуть-чуть, пока все будут присоединяться, пока я буду рад ответить на ваши вопросы. Задавайте ваши вопросы. My friends, you can ask me your questions in the live chat. We can speak Russian, we can speak English, a little bit Kazakh language, a little bit Turkish language, poquito español. So today we have some time to talk, to spend it together. Join us. Добрый день всем. Рада, что попала на прямой эфир. Сауле, здравствуйте. Наталья пишет, привет из Волгограда. Мы тоже очень рады предстоящему концерту Димаша. Hola, hola, desde Argentina. Un abrazo, gracias por informarnos. Me gustaría conocer algún día tu país. Hello, dears, have a nice day, пишет Зардир. Салем Иван, Калкалай, Жаксы, Копрахмет, Сискалайсис, Гульджихан. Poquito español. Друзья, присоединяйтесь, ставьте лайки. И перед тем, как мы начнем, с Днем Домбры, это только в Казахстане? Вот тоже у меня вот такой вопрос возник, это интересно, это только, мне кажется, что во всем мире празднуют, должны праздновать, наверное, во всем мире, потому что вот, например, здесь, в Турции, я знаю несколько людей, у которых есть домбра здесь. У нас тоже, друзья, у Алга Петербург есть домбра. Она в Санкт-Петербурге пока что. Очень надеюсь, я потому что обещал человеку, который подарил эту домбру, обещал, что я научусь на ней играть. Я даже делал первые попытки. Надеюсь, что со временем смогу перевести, так же, как и шапаны, которые тоже у нас есть. Салам, брат, вы будете в Алматы? Рад Мирус. Я пока что не знаю насчет этого, я не могу ничего заранее говорить, пока не буду уверен. Очень хочется, если будет такая возможность, тогда обязательно. Тем более, что есть хорошие новости, но есть еще новость не очень. Дело в том, что монетизация на нашем канале не работает. Монетизации нет. И, соответственно, мы сейчас существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому сейчас снова нахожусь, как и всегда, в принципе, в поиске спонсора. Но я думаю, что все будет в порядке, тем более, что и здесь у меня тоже есть в Алане много друзей.
И надеюсь, что будет возможность кого-нибудь хорошенько прорекламировать. Думбру надо дать на автограф Димаша. Это интересно. Так, я вам, знаете что, давайте я вам прикреплю реквизиты, по которым можно поддержать нашу работу. Жаксыр Ахмед, всех с Днем Домбры, хотя не знаю, по ТВ отмечают это. Гульжихан пишет: приветствую, Ваня, надеюсь, Салга Петербург покажет трансляцию из концерта Димаша в Алматы. Самат Апасов. Есть очень большое желание попасть снова в Алмату, потому что получается, что спустя год будет шанс. Я буду очень аккуратно говорить, чтобы не сбить ничего. Будет шанс, возможно, посетить снова Алматы. Очень хочется, очень интересно посмотреть на Жана Казахстан. Очень много вещей, которые я не успел сделать во время моего первого визита. Очень много людей, с которыми хочется встретиться. Как с теми, с кем я уже виделся, так и с теми, с кем я еще не успел познакомиться. Рахмет вам, Иван, за эти эфиры. Гайнель, здравствуйте. Я очень рад, что могу в воскресенье вот так вот с вами встретиться. Надеюсь, что... Мне кажется, что нам нужно будет это даже делать на постоянной основе, потому что такая возможность пообщаться, поговорить о планах, поговорить о новостях, никуда не спешить, это всегда очень приятно. Потому что все-таки во время передач всегда нужно постараться успеть в определенный временной формат. Hello from Romania. Hello, Lami Lami. Интересно, у нас тоже играют на домбре, но отличия есть. Здесь тоже есть музыкальный инструмент, который похож на домбру, но он отличается тоже. Всем привет, кто знает, когда начнут продавать билеты на концерт в Алматы. Татьяна Пашкова пишет. Кстати, я для вас приготовил передачу, вот если говорить по поводу концерта. Я для вас приготовил передачу. В этой передаче я вспоминаю всю историю моих пребываний на разных мероприятиях, связанных с Димашем, на концертах. Дело в том, что начиналось все с Димаша же в 2017 году, а потом в дальнейшем, в принципе, я стал поклонником не только Димаша, но и поклонником Казахстана. И так получилось, что все равно все как-то перекликается с творчеством Димаша. И все встречи, которые были, тоже люди в основном имеют какое-то отношение к его становлению как артиста. Я сегодня специально сделала всю уборку и сходила в душ перед прямым эфиром. Вау, Кристина, вы молодец. В воскресенье надо, правильно, каждое воскресенье надо делать асар. Асар – это когда ты готовишь обед, приглашаешь друзей, и все вместе чем-то правильным, каким-нибудь хорошим делом занимаются, например, уборкой. Ваня, кажется, ты свой канал зарегистрировал через Казахстан, почему нет монетизации? Это не помогло, к сожалению. То есть сначала я перенес на турецкий, на Турцию, потом вот на прошлый... Ну, недавно, да, совсем поменял страну канала Казахстан, но, к сожалению, этого недостаточно. Вот. Но с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Единственный выход – это работать еще больше, работать еще усерднее, а все остальное придет само собой. Всем салем из Кокшетау. Руса пишет. Вам большой салем. И большой салем Шавкату Рахмонову, который сейчас гремит в Америке. Кстати, 17-го, снова, да? Мне кажется, что Димаш и Геннадий Геннадьевич Головкин, они
как-то договариваются. Потому что, если помните, сейчас не хочу вас обмануть, потому что память иногда меня подводит, но я хочу сказать, что 17 сентября 2022 года будет бой Канело с Головкиным, а 23-го у Димаша будет концерт. Я хочу кое-что проверить. Потому что 9 апреля, да. Я сейчас все проверю, друзья, чтобы вас не обманывать. Да, 9 апреля у Геннадия Геннадьевича состоялся бой с японцем Муратой. И тоже 9 апреля состоялся концерт Димаша. Так что мне кажется, что Геннадий Головкин и Димаш на одной волне. Ребята, не забываем ставить Ванюше лайки. Татьяна Пашкова пишет: правильно, 110 уже лайков. Питер с удовольствием присоединился к вам. Гафура пишет: здравствуйте. Какая погода у вас, Иван? У нас сейчас очень жарко. 33 градуса. Но по ощущениям, мне кажется, что намного жарче. Димаш, cuando en España saludas? Макарена пишет. Это значит, когда в Испанию, да? Похожие, да, языки все получается? Вот испанский, на турецкий чуть-чуть похож даже. Я планирую поехать на концерт Димаша. Забронировала билет на Алматы. Рауса пишет: Hola desde España, Isabel Rivas. Hola, hola, saludos, saludos desde Alanya. Buenos días. Сауле Астана пишет: GGG с Димашем идут в одну ногу, да. Одновременно, получается, они вот так, чтобы двойной был праздник для Казахстана. И если 17 числа Геннадий Геннадьевич победит Канело вот в их трилогии, то я думаю, что это будет хорошее начало вот целой праздничной недели. Поэтому, если кто поедет в Алмату, я бы сам рекомендовал ехать на подольше, то есть взять несколько дней до концерта, тем более, что 22 сентября начнется. 22 сентября будет припати, 23 числа будет концерт, 24 числа будет автопати. Поэтому, наверное, надо приезжать, к 20 числу. А еще лучше к 17-му, потому что 17-го будет бой, можно будет посмотреть все спокойно. Потом съездить на Чарын, на Кольцай, на Каинды. Мы когда были, мы это все смогли сделать за 5 дней, но я думаю, что если кто-то хочет подробнее вот, посмотреть все достопримечательности, конечно, лучше один день на каждую достопримечательность. Хотя, в принципе, и за 5 дней тоже можно успеть много что посмотреть. 125 просмотров, 125, точнее, зрителей, 125 лайков. Круто. Друзья, пишите ваши вопросы, пишите комментарии. Я вам еще хотел кое-что рассказать. Я хотел вам передать слова благодарности от очаровательной турчанки, видео с которой появилось на нашем канале вчера.
точнее, как, наверное, правильно сказать, что она казашка, которая живет в Турции. Или как это, наверное, казашка с турецкими корнями. Я даже не знаю, как правильно сказать, но это девушка, которая живет вот здесь, в Алании, которая турчанка, но родилась в Казахстане, в городе, недалеко от города Тарас, Жамбыльской области. И вот сейчас она живет здесь, в Алании, и скучает сильно по Казахстану. В общем, видео о ней появилось уже на нашем канале. Она передает вам всем большой привет, сильно благодарит за хорошие комментарии и лайки. Говорит, что когда в Инстаграме вы ставите лайки, пишите комментарии, у нее приходит каждый раз уведомление. Она говорит, я к такому не привыкла. Говорит, у меня от ваших уведомлений, лайков садится телефон. То есть она очень довольна и очень благодарна к тому, что вы ей пишете. А вы знаете, что идет конкурс Дауз у Марата Айтимова в Актобе? Вы поедете на концерт Димаша, а Книет пишет. Анар спрашивает, вы тоже будете? Желания много и надежда есть. Шансы есть. Но я пока не могу сказать наверняка, пока у меня не будет конкретики. Как только будет конкретика, я вам сразу все сообщу. Планы есть, желание огромное, шанс тоже есть. Иванжан Салим Каллайсан, Руза пишет. В дни проведения концерта Димаша в Алматы, наверное, ты будешь на расхват у казахов. Многие будут рады пригласить тебя домой на Бешпармак. О, Рахмет. Турчанка с казахскими корнями, пишет Назгуль. По поводу конкурса Дауз. Это голос, да? Конкурс «Голос». У Марата Айтимова я что-то такое видел, но не могу ничего сказать, потому что я не изучал этот вопрос. Я знаю, что сейчас по телевидению проходит конкурс «Голос дети». Даусы Балалар, да? И там на этом конкурсе очень много друзей, которые в этом конкурсе участвуют. Там есть и дети, которые очень знаменитые. Есть и простые ребята. Я вот за всеми стараюсь следить, когда есть время, стараюсь успевать за этим следить. Не всегда, конечно, это возможно, но я стараюсь по максимуму. Хотелось бы мне об этом тоже немного сказать, но я, к сожалению, не могу это сделать. Потому что я просто не хочу, чтобы кто-то из детей обиделся, что я кого-то поддержал. Но надо сказать, что там дети очень талантливые, невероятно крутые, очень круто все поют, очень артистичные. Я вот смотрю на этих детей, когда я представляю себе, во-первых, взрослых артистов, которые вот сейчас на эстраде есть, как они были маленькие. И представляю, что они тоже были такие же напористые, духовые. И представлял, как вот эти вот маленькие ребята, которые вырастают потом в дальнейшем до больших артистов. Акинет пишет, Акниет пишет, без акцента говорите на казахском. О, Рахмет. Я поступил на курс турецкого языка еще раз. Завтра будет у меня занятие. Я хочу попробовать первую в мире систему, первую в истории, наверное. Ну ладно, нет, может быть нет, конечно, но для меня это будет впервые параллельное изучение. Хочу попробовать параллельно учить турецкий и казахский языки, потому что они похожи. То есть я буду учить турецкий язык и буду сразу смотреть, как это на казахском. Когда будет выложен концерт? Real Talk я не знаю. У меня, к сожалению, нет прямой связи с Димашем, поэтому я не могу спросить. Хочется очень посмотреть концерт, потому что нам обещали в хорошем качестве возможность его понаблюдать. Может быть, еще в работе, может, монтируют, а может быть, там что-то
не получилось записать звук или... Ну, такое бывает, что звук там не записался или одна из камер не работала. Такое бывает даже у профессионала. Но думаю, что все намного проще. Я думаю, что просто еще в работе, может быть, неподходящее время для того, чтобы опубликовать концерт. Кристина, я думаю, вы тоже отведаете бешбармак здесь на ютубе. И вы становитесь известной, Гульджихан пишет. Кристина большая звезда, я думаю, что она будет на расхват, если приедет в Казахстан. Светлана Ермековна участвует, я видела тоже. Мне Вика пишет. Hello from Australia, Dunir. Hello, happy to see you. Welcome to our live stream. Today we talk about Dimash's concert in Kazakhstan. That will be in September, in this September, in Almaty. We also talk about Day of Dombra. Day of Dombra in that celebrate probably in the whole world. Hola, un saludo cordial. Лау пишет. Чем планируете заниматься в будущем? Перейдете к другому контенту? Нет, пишет. Не думал даже об этом. Сейчас вот могу сказать, что сейчас и меня, и я вижу, что аудиторию тоже интересует все, что связано с Казахстаном и Димашем. И поэтому я думаю, что мне это интересно, и аудитории интересно. Так что пока что таких планов нету. Есть... Мы всегда стараемся что-то придумать новое. Мы всегда стараемся что-то придумать интересное. И при этом придерживаемся определенной цели. Если раньше, вот, когда Димаш только появился в 2017 году, в 2018 году мы начали нашу работу на YouTube, у нас было огромное желание, у меня было огромное желание сделать так, чтобы Димаша знали побольше людей. Димаша знали побольше людей. Затем, в дальнейшем, когда Димаш уже стал звездой, очень хотелось, чтобы Димаша узнавали больше как человека. Сейчас, когда уже Димаша знают все, мне кажется, что если раньше мы спрашивали, знаешь Димаша, нам говорили нет, а если сейчас кому-то говоришь, знаешь Димаша, то, скорее всего, знает. И есть такие, конечно, кто его песни не все слушает, или не все песни слышал, может быть, одну-две песни слышал, но Димаша знают все. И теперь одна из целей вот, нашей работы на YouTube – это продвижение не только Димаша, а продвижение Казахстана в целом. Культуры Казахстана, продвижение феномена казахов, молодых, талантливых казахстанцев. И также мы освещаем культуру мира. То есть, как это работает? Часто бывает такое, что вот идет объединение информации, например, вот Димаш едет выступать в Дубай, и, соответственно, мы стараемся также еще рассказать немного про Дубай. Или вот сейчас вот мы, например, находимся в Турции, мы стараемся показать тоже Турцию. И при этом такой получается у нас на канале удивительный микс из всего самого разного, но миссия, наверное, сейчас может прозвучать так, что продвижение культуры Казахстана, продвижение Казахстана в мире, рекламу Казахстану делаем и рекламу Димаша. Хотя его и так уже все знают, но, может быть, наша такая небольшая поддержка все равно не помешает. Всем дорогим привет из Москвы. Людмила Владимировна, здравствуйте. И для хейтеров более известной становлюсь. Да, Кристина, вы знаете, чем больше становится имя, тем больше появляется злопыхателей. У Димаши, кстати, был период, когда он стал очень уже известным артистом, и там такой был переходный период, когда было много-много хейтеров, которые чего только про него не рассказывали. Но он с гордостью прошел
прошел этот период тяжелый. Так что желаю вам тоже, чтобы этот этап прошел легко и непринужденно. Hello, Vanya, on this National Dombra Day. Hello, hello. А в Турции национальное блюдо какое, не могу вспомнить. Кебаб, может. Здесь... Не знаю, надо, кстати, подумать, спросить. Я вот сейчас нахожусь в отеле «Анжелик», и здесь вот нахожусь сейчас в ресторане, где находится наша студия. И здесь есть шеф-повар, я у него спрошу обязательно, потому что это интересно. 167 уже лайков нам поставили, круто. Ваня, вы Диане, турчанке, дали послушать Димаша? Да, я ей дал домашнее задание. Она когда сказала, что она Димаша музыку не знает, но слышала его, знает, как выглядит, то я ей сказал, чтобы она обязательно дома сделала домашнее задание, посмотрела, послушала Димаша. Если вам будет интересно, то мы сделаем с ней еще одну передачу, и там уже посмотрим ее реакцию. Потому что, к сожалению, не все песни можно показывать на YouTube. Бахадаирова пишет: Людмила Владимировна, привет, как рада вам, так редко стали встречаться, надеюсь, у вас все хорошо. Салем, всем привет из Латвии, здравствуйте. $173 лайка. Друзья, ну что, давайте будем, наверное, постепенно закругляться. Так у нас сегодня будет коротенький стрим. Я вам хочу, перед тем, как мы с вами попрощаемся, отправить ссылку на передачу. Так, отправить ссылку на передачу, в которой мы распаковываем казахскую домбру. Сейчас я вам ее отправлю. Да. Наверное. Да, смогу отправить ему. Уж очень-очень хочется увидеть Димаша. Очень ждем анонса продаж билетов на концерт. Да, друзья, давайте будем закругляться. Сегодня так жарко. Буду готовиться к записи нашего шоу. Сейчас я вам отправляю ссылку, по которой можно будет посмотреть, как мы распаковываем нашу домбру. Это было еще в студии в Санкт-Петербурге. Вот. Сегодня у меня будут очень интересные гости, поэтому завтра на Алга Петербург обязательно заходите посмотреть новый выпуск шоу. Будет круто. Друзья, ну все, давайте прощаться. Всем пока. Рад был с вами